Очень много вопросов. Ну что, давайте быстро поставим плюсики, видно, слышно. Сегодня я вопросы свои, вернее, вы свои вопросы будете писать прямо в чате, и я постараюсь на них отвечать. Но перед этим хотелось бы первую часть нашего семинара сделать просветительской. Итак, давайте посмотрим, видно или слышно. Сейчас я попробую себя увидеть. О, я есть, супер. И звук тоже есть. Отлично. Итак, вначале я отвечу на вопросы, вернее, первая часть нашего семинара будет посвящена атеросклерозу и будет посвящена холестерину, как или на что необходимо обращать внимание. Холестерин является показателем крови, и общим холестерином или общим показателем холестерина является от 3,1 до 5 микромоль на литр крови. В случае, если холестерин, бывает несколько видов холестерина, бывает титры холестерина пониженные и холестерин повышенный. И в первом и втором случае пониженный холестерин и повышенный холестерин является плохим показателем для человека. Начнем с низкого индекса холестерина. Итак, в случае, если у человека низкий индекс холестерина в составе плазмы крови не до конца исследован, то причинами являются такими. Итак, патология печени. При неправильной работе печени у человека снижается холестерин, низкохолестериновое питание. Если в рационе малое количество продуктов, содержащих животные жиры, тогда в организм не попадает достаточное количество холестерина. К такому состоянию может привести еще и антихолестериновая диета, которая очень строга и длится долгое время, длительный период голодания, несбалансированное питание, а также анорексия. Сразу же хочу сказать, что в случае, если человек принимает низкохолестериновую диету, следует ей длительный промежуток времени, то есть возможность в дальнейшем, как показала практика, проявления заболевания сосудов коры головного мозга. Очень часто при такой диете у многих женщин, которые страдают неврологическими, психиатрическими заболеваниями, анорексией или булимией, в дальнейшем, как побочный эффект вот такой диеты и общего голодания, появляется кислородное голодание мозга, в дальнейшем может привести к появлению рассеянного склероза, боковой амиоспатический склероз, повреждения коры головного мозга. Это частое явление, прошу на это обратить внимание. Также может быть генетическое нарушение, вызванное врожденной патологией. Патологии в органах пищеварения также вызывают низкий холестерин из-за того, что бывает так, что организм или органы желудочно-кишечного тракта по каким-то причинам не усваивают жиры. Также при состоянии стресса постоянном есть люди, которые реагируют, снижая холестерин. Также это могут быть... А? Уже поздно. Также это... ссылку Жени. Одну секунду. Женя не мог зайти и взять ссылку. Блин. Также низкий холестерин может быть интоксикацией организма парами тяжелых металлов. Также инфекционные агенты в организме и сниженные липиды могут быть показателями низкого холестерина. Можно ли также гиперфункция щитовидной железы может приводить к снижению холестерина? Также сахарный диабет первого типа может приводить к снижению холестерина. Это все целиком может быть связано со снижением веса. Это может снижение аппетита, снижение общего тонуса, уменьшение мышечного тонуса и так далее. Высокий холестерин. Основные причины повышенного холестерина: нерациональное питание, злоупотребление спиртными напитками, сахарный диабет второго типа,
сидячий образ жизни, заболевания печени, поджелудочной железы, хронические болезни — это гломерулонефрит, нефроптоз, почечная недостаточность, эндокринные заболевания, гипофункция щитовидной железы, гиперфункция надпочечников, нарушение обмена веществ, длительный прием кортикостероидов при аутоиммунных заболеваниях, недостаточное питание или переедание, повышенное содержание в питании глюкозы, гипофункция щитовидной железы, об этом говорил. И это все может привести к развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, закупорки артерий, стенокардии. Также высокий холестерин может проявляться у человека как сжимающие боли в сердце, холестериновые отложения под кожей, появление липом, жировиков, сильные боли в ногах даже при незначительной нагрузке и так далее. Как нужно справляться с высоким холестерином и почему я о нем начал говорить? Дело в том, что очень часто именно высокий холестерин и приводит человека к тому, что у него появляется желчекаменная болезнь, так как выкристаллизация холестерина приводит к появлению желчных камней. В дальнейшем это является существенной проблемой. Для того, чтобы холестерин не повышался, необходимо знать принципы высокого холестерина. Есть даже исследования, где были выбраны две группы пациентов. Первая группа принимала питание с высоким холестерином, первая группа принимала питание с ограниченным содержанием жиров, вторая группа принимала или использовала питание с повышенным содержанием жиров, но данные исследования показали, что в большинстве своем, к сожалению, питание недостаточно активно влияет на содержание холестерина в крови. Но при применении определенных препаратов, таких как магний, таких как седативные препараты, снотворные препараты, оказалось, что холестерин в этом случае снижается. По моему мнению, у холестерина есть только три столпа. То есть, если вы болеете сейчас атеросклерозом, если вы болеете сейчас или принимаете там препараты никотиновой кислоты, статины, там фибраты или солифибриновой кислоты, там ингибиторы абсорбции холестерина и так далее. То есть вы должны знать, что данные препараты, конечно же, снизят вам холестерин, но вы должны знать, что существуют гораздо быстрые методы снижения холестерина. Первый метод — это понимание того, почему холестерин появляется. Итак, есть исследования, которые говорят о том, что выделение адреналина в дальнейшем через несколько часов провоцирует повышенное количество холестерина. Второе. Недосыпание приводит к появлению холестерина. Третье. Кислородная недостаточность приводит к появлению повышенного холестерина. Четвертое. Низкая физическая активность. Именно поэтому у людей, у которых повышен холестерин, необходимо знать, что физическая активность, активное дыхание может заметно улучшить общее состояние организма, чем прием препаратов, статинов, там, ингибитора абсорбции холестерина и даже там, жирных кислот и так далее. Но при этом вы должны знать, что вот вы столкнулись с проблемой, это, допустим, желчекаменное заболевание. И человек говорит: я буду лечить желчекаменное заболевание. Нет, необходимо начинать лечение не с желчекаменного заболевания, а с того, что его породило. А его породил холестерин. Высокий холестерин. Именно высокий холестерин и привел вас к тому, что у вас появилось желчекаменное заболевание. Какой это высокий холестерин? Видимо, это липопротеиды низкой, очень низкой плотности, сам по себе холестерин. И это все привело вас к тому, что появилась желчекаменная болезнь. И когда человек говорит: я бы хотел справиться с желчекаменным заболеванием, необходимо сказать, что если мы не снижаем холестерин, то в дальнейшем снижать каким-либо образом или устранять желчекаменное заболевание нет никакой возможности. И в этом случае необходимо сказать, какие же
есть методы, которые помогают человеку снизить высокий холестерин. Хотя бы небольшая физическая активность. Глубокие вдохи и выдохи во время ходьбы на улице. Просто обычная ходьба. Снижение употребления глюкозы, снижение употребления эм, э, 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 животных жиров, увеличение употребления морской рыбы, холестерин снижается, если человек употребляет бобы, крупы, свежевыжатые соки. Очень снижается холестерин, если человек с утра выпивает небольшое количество картофельного сока. Прием растительного масла, оливкового и так далее. Именно поэтому изменять. Дальше обязательное употребление седативных препаратов. Самое простое это употребление или использование магния. Использование магния можно принимать препарат моей компании Magnum C300. Использование активного дыхания, использование снотворного препарата. В нашей компании снотворный препарат называется Sonic. Вы, наверное, уже начали пробовать препарат Sonic и, скорее всего, решили, что данный препарат на вас не действует. И я хочу вам сказать, так и есть. Если у вас длительное нарушение сна, то вам необходимо использовать данный препарат на протяжении 1-2 недель до момента, пока вы начнете от него засыпать. Особенность данного препарата заключается в том, что оно имеет накопительное действие на ваш организм. Именно поэтому не отказывайтесь от использования данного препарата, увеличивайте длину сна. Далее. Желчнокаменная болезнь, калькулезный холецистит, заболевание, приводящее к образованию камней в желчных протоках и желчном пузыре вследствие нарушения обмена билирубина и холестерина в организме. Причины, приводящие к заболеванию, вероятно, можно разделить на модифицируемые и немодифицируемые. Сейчас объясню. Итак, модифицированные – это связанные с приемом или повышенным приемом пищи, в которых находятся рафинированные углеводы. Дальше. Данные углеводы приводят к увеличению холестерина в желчи, ожирение, оно провоцирует повышение экскреции синтеза холестерина, а также, здесь очень важно, низкокалорийные диеты, в которых менее 25% жиров, могут приводить к образованию конкрементов. Именно поэтому очень часто я говорю эти слова. Нельзя голодать внезапно, нельзя прекращать прием пищи. Желчекаменная болезнь так устроена, что и переедание, и недоедание, и голодание может привести к движению камней, к появлению желчекаменного заболевания. Поэтому, когда человек начинает худеть, специально используя низкокалорийную диету, это может привести к появлению, можно так назвать, замазкоподобной желчи. То есть эта желчь не имеет жидкую форму, и она накапливает в себе конкременты. Ни в коем случае не голодайте при желчекаменном заболевании. При заболеваниях кишечника это заболевания могут быть язвенное заболевание, гастрит, гастродуоденит, гастрорефлюксное заболевание. Во время беременности может появляться желчекаменное заболевание. Я специально для вас сегодня выписал ряд народных способов справиться с желчно-каменным заболеванием. Хочу напомнить, что в нашей компании мы используем 2 препарата, которые я рекомендую использовать. Первый препарат называется Amarum Duico. Это горечи, которые я рекомендую принимать людям, у которых есть желчекаменное заболевание. По моему мнению, это снижает уровень холестерина и благоприятно воздействует на выведение и растворение в дальнейшем желчных каменных конкрементов. Хочу вам сказать, что желчные новообразования или новообразование желчного пузыря, состоящий из холестерина, великолепно растворяется спиртом, но это не значит, что вы должны спирт пить. Но в этом есть небольшое разумное решение. Оказывается, случай, если принимать спирт вот в такой дозировке, 1 чайная ложка на 1 литр воды,
и принимать 1 литр 1 раз в день на протяжении 7-10 дней, то это может привести к уменьшению, к очень быстрому и эффективному уменьшению наличия камней в желчном пузыре. Ну, давайте вернемся к народным способам. Итак, пить картофельный сок 20-50 грамм 1 раз в день. Дальше. 100 грамм овса 3 часа отваривать в 3 литрах воды. Пить по 1 стакану 3 недели. Неделя перерыв и курс повторений. Дальше. Корень подсолнуха варить 1 стакан корней на 3 литра кипятка. Принять весь отвар за 2-3 дня. Четвертое. Есть много вареной фасоли. Дальше. Проверенный просто способ. Вот просто рекомендую, если есть такая возможность. От ожирения и от сахарного диабета 2 типа, при аллергии даже на молочные продукты, я рекомендую использовать сыворотку козьего молока. Принимать сыворотку козьего молока 1 стакан 1-2 раза в день. Это снизит глюкозу в крови, снизит инсулин в крови в случае, если у вас сахарный диабет 2 типа. Уберет у вас ожирение, от этого очень худеют. Также можно просто скисшее козье молоко, но его необходимо принимать в вечернее время после 6 вечера или перед сном. Дальше мед 1 килограмм, масло оливковое 200 грамм, 4 лимона перемолотых на мясорубке. Все смешать, прием 3 раза в день по 1 столовой ложке, хорошо принимать вместе с рассолом кислой капусты. Это снизит количество холестерина, а также понизит, растворяет камни в желчном пузыре. Народный способ вот такой есть, турецкий. 1 стакан йогурта плюс 1 столовая ложка меда, растворяется это все в воде и добавляется туда препарат кальция. Я рекомендую использовать мой препарат, он называется цитрокальцимин, 1 чайная ложка, принимать в этой смеси 1-2 столовые ложки в течение дня. Очень очищает кожу, убирает новообразование мочевого пузыря, оксалаты, подагрические заболевания, устраняет желчекаменную болезнь. Очищение сосудов от холестериновых бляшек и мягкое очищение желчного пузыря. Утром натощак или после еды 1 стакан зеленого чая, после чего через час есть одно или 2 любых яблока. Дальше. В случае, если человек специально худеет или испытывает голод, это может спровоцировать выход камней желчекаменных. Далее, золотой ус, это сегодня женщина посоветовала, золотой ус съедать по 2-5 сантиметров растения, избавит одновременно от камней в желчном пузыре и от камней в почках. Проверенный результат. Также могу сказать, что это эффективно устраняет артрит. Есть растения, можно прямо не высушивая, не заваривая, отламывается часть растения, 2-3 сантиметра разжевывается, запивая холодной водой. Почему-то вспомнил сейчас, когда-то женщина обратилась ко мне, и у нее была жуткая подагра. Она принимала и аллопуринол, и колхицин, и принимала калия препараты, и никак никто не мог ей помочь. Женщине на то время было 70 лет, ее привела дочь Алла, если вы сейчас смотрите, здрасте. И женщину зовут Галина, и смотреть на ее руки и ноги было страшно. То есть руки и ноги были воспалены, и пробовали использовать препараты от подагры, и изменяли диету, и народная медицина, и там что только не делали. При этом оксалаты были высокие, при этом она многократно имела заболевания в хронической форме мочекаменную болезнь. Я ей посоветовал использовать в виде компрессов на места поражения подагрой суставов, использовать компрессы из медицинской желчи. Они нашли медицинскую желчь в аптеке, и вот такие компрессы по вечерам перед сном накладывали. Где-то на протяжении 1 недели исчезли боли в местах, где накладывали компрессы, и воспаления полностью снялись. Так вот, через эту неделю и на протяжении нескольких лет
воспаление больше не появлялось, и это имело очень хороший, ярко выраженный вот такой вот эффект. Вот не знаю, зачем я вам сказал, но можете попробовать принимать. А теперь постараюсь почитать. Все у нас собрались. Итак, добрый вечер. Что делать, если кушать хочется ночью с 12 до 2 часов? В случае, если ночью человеку хочется кушать с 12 до 2 часов, это говорит об истощении нервной деятельности у человека. Что необходимо знать? Первое. Необходимо знать, что вам не столько хочется есть, сколько хочется дофамина. Дело в том, что это время, когда вы должны испытывать состояние эйфории или состояние наслаждения, когда у вас должно выделяться половые гормоны, у женщин эстрадиол или прогестерон, у мужчин тестостерон. И именно в это время, если человек не ложится спать, то ему необходима радость. Чем ее заменить? В этот момент не нужно кушать много еды, нужно есть такую еду, которая приносит яркое ощущение вкуса. Рекомендую большое количество специй на небольшое количество еды. То есть это может быть небольшое количество там, хлеба или то, чего можно жевать, овоща какого-нибудь, но предварительно хорошо посыпанного специями различными, чем больше, тем лучше. Также может купировать желание есть в случае, если в это время сменить специи, то есть взять несколько специй и эти специи просто подержать в своем рту. Разжевать маленький кусочек кориандра или разжевать перчин, черный перец или небольшое количество любой еды, которая имеет ярко выраженный вкус. Желательно, чтобы это было не одна еда, а там 4-5 разных вкусов в небольшом количестве. На самом деле в этот момент вам нужен либо адреналин, либо допамин. Адреналин вам не нужен перед сном, а вот допамин, вам его придется каким-то образом находить. Также в случае, если перед сном появляется вот такое желание есть, ни в коем случае нельзя есть сладкое, хотя его больше всего хочется. И я рекомендую в этот момент использовать мой коктейль, который называется Energy Life. Одна чайная или одна столовая ложка на стакан воды. Это полностью купирует желание принимать пищу, успокоит и восстановит. В нем находится альфа-липоевая кислота. Также в это время можно принимать альфа-липоевую кислоту, потому что она является прекурсором дофамина, и это может полностью убрать у вас желание употреблять пищу в это время и вас может успокоить. А вообще, самый простой совет – это в 11 часов ложиться спать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень часто возникает неприятный тухлый запах во рту. То ли из желудка поднимается, то ли из легких. Как можно избавиться и что это? Нет, из легких, как правило, тухлого запаха не может происходить. Из легких при туберкулезе есть запах сырости и запах, наверное, похожий на грибок, на грибы. А вот запах из желудка, из пищевода, как правило, на фоне хронического заболевания гастроэнтерологического рефлюкса, может провоцировать появление галитоза. Галитоз – это неприятный запах изо рта. Чем лечится галитоз? Первое – мумиё, прополис и обновленный препарат лизоцим. Также 2 раза в день принимать каолин. 1 столовая ложка на стакан воды, 2 стакана в день. Также принимать препарат «Здоровый желудок». Из медицинских это денол, это омепразол по одной таблетке 2 раза в день на протяжении 30 дней. И, наверное, знаете, необходимо все же провести исследование и посмотреть, нет ли у вас хеликобактера, то есть нет ли у вас инфекционного заболевания хеликобактера пилори. То есть это такое исследование гастроэнтерологическое, иначе не справитесь. Вот таким образом можна попробовать устранить. Вітаю, шановний учитель. Вітаю, сім'я. Чудовий день, бажаю миру, щастя, здоров'я. Який це день на сьогодні? Дридыч, хочу поучаствовать в вебинаре. Есть. Дочери во Франции предстоит операция на тазобедренном суставе. Все хорошо пройдет, да.
Учитель, мне 40 лет, страшно мучаюсь болями в спине по утрам, как старушка. Еле поднимаюсь, пока расхожусь. Днем все равно боли сильные. Некоторые движения через боль. В состоянии покоя тоже боли. Я уже говорил об этом. Мне можно не поверить. Но я и не говорю, давайте мне не верить или верить. Я где-то могу утверждать. Можно чрезвычайно долго лечить заболевания позвоночника. Их больше 6. То есть это протрузии, это могут быть стенозы, это могут быть ну, грыжи шморля, то есть заболеваний позвоночника, сколиозы. То есть заболеваний позвоночника может чрезвычайно много быть. Но остеохондрозы, но одна из особенностей есть. Как бы и чем бы мы ни лечили заболевания позвоночника, если мы не обращаем внимания на поджелудочную железу, то вылечить заболевание позвоночника невозможно. Есть две характерных причины появления вот таких болей в пояснично-крестцовом отделе, в грудном отделе, в шейном отделе. Первое – это ревматоидные боли, ревматизные боли, или которые возникают при ревматизме, ревмоболи, да. И они обычно связаны с заболеваниями носоглотки, как ни странно. Опять-таки, в случае, если есть заболевание носоглотки, то чем можно полечить? Послушайте, есть великолепное средство, очень легко используемое, прямо вот очень эффективное. При гайморите можно использовать, при заболеваниях носоглотки, при танзелите, там, вот, при любых заболеваниях носоглотки. Я всегда говорю это, если у вас где-то болят суставы, перейдите на питание, в котором не будет мяса, замените мясо творогом и начните лечить носоглотку. Каким образом? Самый простой способ – это использование мумиё. Берете 1 грамм мумиё на 1 стакан воды теплой, разводите это все и закапываете себе нос. Закапываете нос на протяжении 10-15 дней 2 раза в день. Танзелит лечит, гайморит убирает, воспаление снимает. При этом будете лечить нос, и суставы перестанут болеть. Второй вариант. Не лечите нос, не обращайте на него никакого внимания, ничего там не ощущаете, но лечите свои суставы. И начинаете лечить суставы, то есть пробуете принимать преднизолон, мидрол или там что-то страшное, там метотрексат или еще какую-нибудь терапию. То есть в случае, если у вас есть заболевание ревматизм, то есть, скорее всего, первопричина, и она как раз и находится в заболевании носоглотки. Самое простое лечение – это использование, по моему мнению, вот такого мумиё. Можно ли мумиё у меня купить? У меня есть проверенное, очищенное мумиё. Это проверенное, очищенное мумиё называется болюс и мумиё. Их можно приобрести у меня. 3 таблетки – это 1 грамм. Растворяете эти 3 таблетки 1 грамм в одном стакане теплой воды, держите это в холодильнике и закапываете себе нос. Делаете это 2 раза в день, как я уже сказал. Все-таки вернусь я к теме этой. Итак, но в случае, если боли в спине, и эти боли в спине у вас стабильные, хронические, давно, не ревматоидные, то это, опять-таки, поясница может давать боли в спине еще. Вернее, это заболевание почек может давать боли в спине. Также может давать боли в спине, увеличенная матка может давать боли в спине. Но в случае, если вот то, что вы описываете, то это, скорее всего, как раз и связано с поджелудочной железой. Как я и говорил в прошлом видео, которое было резонансное, и где очень много людей написало мне и хороших комментариев, и плохих комментариев. Тем не менее, я хочу сказать, опять-таки, хочу сказать, что это более клинические такие наблюдения, чем, наверное, традиционные наблюдения. И опять-таки, когда мы пробуем лечить поджелудочную железу, то наша традиционная медицина, она ничего нам не предлагает. То есть она предлагает максимально препараты противовоспалительные, препараты криона, ферменты,
Ну и, в общем-то, спектр препаратов, которые могли бы помочь поджелудочной железы, не широкий. А поджелудочная железа, она требует диеты, и поджелудочная железа, она требует определенных растений. Вот эти лекарственные растения, можно принимать, кстати, белостезин. Он сделан в нем находится вещество белладоны, которое лечит заболевания поджелудочной железы. Даже если поджелудочная железа не болит, никаким образом вы ее не ощущаете. Нет у вас никаких симптомов заболеваний поджелудочной железы, но периодически у вас появляется остеохондроз, там есть грыжи где-то. Вот так не можете расходиться с утра. Начните лечить поджелудочную железу. Самый простой препарат – это препарат моей компании Панкрисор. 2 таблетки утром, 2 таблетки в обед, 2 таблетки вечером. Из питания что необходимо убрать? Наша поджелудочная железа, она не любит горького, острого, пища должна быть нейтральная. То есть это может быть овсяная каша, творог в случае, если у вас суставы болят. В случае, если м, э, э, пища должна быть вся мягкая, хорошо проваренная, не нужно ничего готовить на костре, добавлять много специй, но и однозначно убрать по возможности, уменьшить количество употребляемого никотина, то есть уменьшить курение, уменьшить употребление алкоголя, желательно вообще убрать на длительное время. В случае, если есть ожирение, то начать худеть и принимать в случае, если у вас ожирение и сахарный диабет второго типа, препараты для лечения сахарного диабета второго типа. То есть это метформин 500 или метформин 1000, пусть назначает эндокринолог. А, Очень часто в моей практике было так. Человек говорит, я не могу, у меня так болит позвоночник, так я страдаю, да что же это такое? И когда ко мне приезжал такой человек, я ему говорил, послушайте, позвоночник мы полечим, там, помажем, растянем, там, все сделаем, чтобы позвоночник начал у вас работать. Но давайте проверим поджелудочную железу. Человек говорит, ну у меня поджелудочная не болит. У меня женщина была, я ее помню, и она очень красивая такая была, взрослая, ну, наверное, за 60 лет, такая красивая прямо, кореглазая, такая большая. И она говорит, вот я прямо утром не могу расходиться, встаю, и мне надо 2-3 часа разойтись, 2-3 часа разойтись, 2-3 часа разойтись. Так болит поясница, и позвоночник, и ноги как-то болят. И вот как-то и вообще, вроде и хорошо чувствую, энергия есть, она такая энергичная, энергичная, прям настоящая такая украинская восточная женщина, такая горячая, с мужем Сашей. И я говорю ей, Лида, вам необходимо проверить поджелудочную железу, и у вас, скорее всего, есть сахарный диабет. Она говорит, ой, Андрей Андреевич, что вы там придумаете? У меня ничего не было. Я говорю, вот проходит несколько лет, приезжает ее невестка и говорит, наша Лида, она болеет сахарным диабетом, у нее и высокий инсулин. Потом какое-то время проходит, она приезжает и говорит, все, у нас уже сахарный диабет первого типа, у нас уже инсулин низкий, и у нас уже глюкоза высокая, мы уже начали принимать адреналин, инсулин, вернее, извините, я ошибся. И вот так надо было сразу, когда я начинал говорить, сразу нужно было начинать. Потому что обычно так и происходит. Появляется высокий холестерин на фоне неврозов, появляется инсулин высокий, он накапливается в крови, потому что ожирение, появляется сахарный диабет второго типа, потом он развивает атеросклероз, атеросклероз как бы побочно приводит либо к стенозу сосудов, к появлению заболеваний уже таких, как, допустим, полинейропатия, и это все в дальнейшем, но первый реагирует позвоночник. Именно поэтому, если у вас больной позвоночник, обратите внимание на эндокринные железы. Это женские гормоны, у женщин прогестерон, эстрадиол, у мужчин адреналин, пардон, тестостерон, что заговариваюсь. На поджелудочную железу
Значит, у всех больная поджелудочная железа. Нет ни одного человека, у которого была бы она здоровая. Почему? Мы живем в таком пространстве, где каждый человек, ну, большинство людей периодически употребляет алкоголь. Употребляете алкоголь, поддерживаете поджелудочную железу. Хотите крионом, пожалуйста. Хотите моими препаратами, тоже, пожалуйста. А, И, конечно же, щитовидная железа. То есть необходимо посмотреть, нет ли у вас гипофункции щитовидной железы, потому что это, ну вот прямо очень распространено. И, как правило, это происходит так. Человек ко мне приходит, говорит, у меня позвоночник. Я говорю, скорее всего, есть гипофункция щитовидной железы, и назначаю сразу препарат панкрисор. Человек говорит, ну у меня поджелудочная не болит. Я говорю, а вы начните принимать, и это вам поможет. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, болят суставы во всем теле, особенно тазобедренной, в менопаузе уже 7 лет, 47 лет. Я много ем молочную продукцию. Как себе помочь? Много едите молочную продукцию, в этом ничего плохого нет. Мясную не ешьте. Второе. Сделайте все, о чем я сегодня говорил. Вот там, где болит, смазывайте желчью медицинской. Далее, начните закапывать нос мумиё, вот как я сегодня сказал. Далее, начните поднимать или повышать иммунитет. Для повышения иммунитета используйте мой препарат битулиновая кислота. 2 таблетки 2 раза в день. Можно еще Инстамакс. 1 таблетка 2 раза в день. Утром и вечером. Далее, обязательно что-то попринимайте для поджелудочной железы. Это может быть панкрисор моей компании. А, Уберите мясную пищу. Можно принимать препарат моей компании, называется Артрамин, Артридикс. Вот так он называется. Или Артрамин, или Артридикс. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень шершавая, как наждачная бумага, кожа рук на предплечье и плечах, также на ягодицах и животе. Подскажите, от чего такое могло появиться? Это может быть следствием аллергии, а также может быть следствием застоя желчи в желчном пузыре. Как ни странно, на фоне похудения может быть такое, на фоне голодания может быть такое. Сейчас очень популярно голодать, многие женщины этим занимаются. На фоне стресса может появляться. А что это? Что это такое? Это может быть все, что угодно. Я вам могу сказать, начнете набирать вес, шершавость будет исчезать. Начнете контролировать худеть, шершавость будет увеличиваться. Почему? Это связано с накоплением желчи в желчном пузыре, и желчь становится вязкая, появляется шершавость кожи, желчь становится более жидкая, шершавость кожи уходит. Именно поэтому очень часто я говорю, принимайте препараты, ну, можно там народный способ, там принимайте часть соды, часть полыни. То есть взять порошок полыни и соды напополам и принимать четверть чайной ложки 1 раз в день, запивая водой. Это уберет шершавость. Второе. Шершавость может быть аллергическая реакция на появление холода. И это может быть холодовая аллергия. Она обычно возникает у человека как раз вот в это время. В случае, если шершавость такая появилась, то нужно улучшать общий иммунитет и уменьшать иммуноглобулины Е. Иммуноглобулины Е, о них рассказывал в прошлом своем вебинаре и говорил, что есть великолепные такие вещества, которые как БАТ или как биологическая активная добавка может снизить иммуноглобулин Е. Это спирулина. Можно ее приобрести как пищевую добавку и принимать. Также рекомендую использовать горечи любые. Это может быть полынь, это может быть мой препарат Амарум Дуйко, 1 чайная ложка или 1 столовая ложка на стакан воды. 1-2 раза в день по стакану применять. Но на протяжении хотя бы 1 месяца. Далее смазывать эти места мазью, которая называется у нас изотоновый бальзам или изотоновая мазь. Это все в комплексе сможет убрать.
Спасибо, Андрей Андреевич, за вашу работу. Моему внуку 2,5 года. Какой препарат лучше взять для малыша с содержанием магния? Я рекомендую использовать препарат Magnum C300. Это жидкая форма магния. Он имеет очень вкусный вкус, немного сладковатый, с ярко выраженным вкусом апельсина. Рекомендую его использовать 1 чайная ложка на стакан воды. Давать детям можно, начиная с 2-летнего возраста. Мои дети длительное время принимали и периодически принимают данный препарат, и могу сказать, что дети становятся спокойнее, сконцентрированнее, более дисциплинированными, легче засыпают, высыпаются и меньше кричат. Вот, то есть, если ребенок, если дети остаются дома, то вот как я обращаю внимание на то, что в дальнейшем необходимо принимать детям магний. В случае, если дети начинают выяснять отношения, громко кричать, там, делить игрушки или там, выдирать листочки, я понимаю, что им необходимо пропить магний. 1-2 недели мы им даем магний, после чего у нас все спокойно играют, никто ни на кого не раздражается, играется каждый в своем каком-то этом мире и так далее. Очень рекомендую. При приеме пищи возникает чувство задержки пищи, неприятное ощущение в пищеводе. Приходится запивать водой. Как это и что необходимо делать? Это у вас гастроэнтериальный рефлюкс. Он так и проявляется. Как его лечить? Ну, можно попринимать омепразол по 1 таблетке 1 раз в день, денол 1 таблетка 2 раза в день. А также прям обязательно мои препараты. Первый препарат – это препарат «Здоровый желудок». Это каолин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Это препарат обновленный лизоцим. Лизоцим. Лизоцим 1 таблетка 3 раза в день. Мумиё еще можно. 1 болюс 2-3 раза в день. Если у вас есть пасека или вы пользуетесь чем-то, что связано с продукцией пчеловодства, я рекомендую использовать и прополис, можно вовнутрь маленький кусочек, не больше горошины применять. И можно использовать, растворять 1 грамм мумиё на стакан воды, 1 стакан 1 раз в день. Это тоже великолепное средство, которое поможет вам улучшить общее состояние и вот этот гастроэнтериальный рефлюкс излечить. Вообще хочу сказать, что это гастроэнтериологическая проблема. Лизоцим очень помогает. Юлия Соловьева, подскажите, после ходьбы и нагрузки появляется слабость в мышцах вокруг колена, только на одной ноге. Чем можно помочь? Может быть, это формируется киста Бейкера. Чем можно помочь? Итак, в случае, если слабость вокруг мышцы, то, скорее всего, вероятнее всего, это может быть связано как раз с возникновением полинейропатии. Чем можно помочь? Во-первых, обратить внимание на поджелудочную железу и сдать или провести исследования. Какие должны быть исследования? Это индекс НОМА, это инсулин, это глюкоза и все. В случае, если у вас будет показатель инсулина высокий, это говорит о том, что хотя бы немного повышено, это говорит о том, что вы болеете сахарным диабетом 2 типа, и вам необходимо принимать препараты для и снижения веса, и уменьшения инсулина в жировой клетчатке. В случае, если у вас повышенная глюкоза, это говорит о том, что вам необходимы другие препараты, но это назначение должен делать уже эндокринолог. Но, тем не менее, в случае, если сейчас есть проблема, а исследование нужно делать в дальнейшем, чем можно помочь? Есть препарат, он продается в аптеке, но можно купить и у меня. Он называется альфа-липоевая кислота, и второй – это рутин. И первый и второй препарат – это препараты, рутин – это витамин В7, альфа-липоевая кислота – это тоже витамины группы В. И первый и второй препарат, если рутин является антикоагулянтом, то альфа-липоевая кислота активирует проводимость токопроводящих, проводимость тока через нервные окончания. И использование препарата рутин совместно с препаратом
альфа-липоевой кислоты может устранить данную проблему. Также я хочу сказать, я забыл сегодня сказать, по моему мнению, снизить холестерин может еще ко всему витамин D3. Поэтому в случае, если у человека высокий холестерин, то совместно с применением кальций содержащих продуктов питания я рекомендую использовать дополнительно витамин D3. Дело в том, что витамин D3 его как раз и необходимо принимать совместно с препаратами кальция. Не с препаратами кальция, а с продуктами питания с высоким содержанием кальция. Как сделать продукты питания с высоким содержанием витамина D3 в домашних условиях? Сделать это несложно, если есть солнце. Берется молоко, берется творог или творог, выкладывается в тарелку и выставляется под прямые солнечные лучи на 1-2 часа. Через 2 часа можно есть такой творог и пить такое молоко. В таком твороге и в таком молоке будет высокое количество витамина D1, D2 и D3. Пользуйтесь. И кальция. Можно вылечить восполненный зуб или только рвать. В случае, если зуб разрушен, вылечить его какими-то способами, я не знаю, скорее всего, невозможно. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, сейчас. Добрый вечер. Подскажите, как помочь моей пятке? Уже 5 месяцев не могу наступать на пятку. Пробовала ранее данный вам рецепт и как не помогли. Как режущая, колющая боль даже в спокойном состоянии. Необходимо обратиться к неврологу, он вам даст терапию такую, когда используется специальный такой ультразвуковой массажер, который устраняет. Это шип у вас, скорее всего. Какие есть народные способы на ночь использовать 3 компонента: горчица, мед и соль и сода. Горчица, мед и соль и сода в равных пропорциях смазывается, в виде компресса прикладывается. Второе, использование просто горчицы. Насыпается горчица, прикладывается к этому месту. Третий способ – это использование, отбиваются баклажаны, берется вот эта синяя шкурка, она отбивается или перемалывается в виде компресса, прикладывается к пятке. Прикладывание творога еще можно сделать. Прикладывание можно смазывать перед сном, делать компресс из столового уксуса. Можно так. Помните, я сегодня говорил о медицинской желчи? Очень поможет медицинская желчь. Практически за 3-4 дня уберет вот такой шип. Она действительно очень помогает. Как лечить сухие пятна на коже и ладони? Тоже сильно сухие до потрескивания кожи. Лечить необходимо препаратом Амарум, принимать его для желчного пузыря. Также можно принимать препарат гиалуроновая кислота, также можно принимать препарат для лечения печени. Это препарат битулин или тантал. А смазывать места шелушения можно принимать спирулину в случае, если это имеет аллергическую форму, а смазывать эти места необходимо изотоновым бальзамом. Изотоном. Дальше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, почему возникает острая и гуляющая боль по всему телу? Это всегда возникает на фоне панкреатита, острого или хронического. Это всегда вот такая блуждающая неврология или невралгия. Это всегда проблема поджелудочной.
чем устранять? Увеличить прием кальция, витамина D3 и полечить поджелудочную железу. Полечить поджелудочную можно ферментами аптечными, там, крион попринимать на протяжении 10 дней, принимать белостезин по одной таблетке 2 раза в день и витамин D3. Из моих препаратов рекомендую принимать панкрисорб 2 таблетки 3 раза в день, амарум 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день и препарат цитрокальцимин 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сможете ли вы помочь мне при коксартрозе тазобедренных суставов? Живу в Беларуси. Нет, к сожалению, уже в случае, если коксартроз сформирован и есть причина оперативно менять сустав, то я за то, чтобы сустав менять. В случае, если коксартроз развивается или только появляется, есть ряд народных таких способов, способных помочь человеку. Один из них – это способ, который называется медовый массаж. Каким образом он выполняется? Берется, наливается в 2-литровую бутылку теплая вода, натирается бедро и вот такой водой, закрытой в баклажке, катается по вот этому бедру. Катать нужно от 20 до 40 минут. Там, где болит, лучше всего катать. Намазывать это место желчью, я об этом сегодня говорил, а также натирать вот эти места сливочным топленым маслом. Прямо каждый день на ночь, еще и лучше компресс, прямо вмакать сливочное масло топленое и прикладывать в виде компресса к тазобедренному суставу. Все это время необходимо принимать коллаген, необходимо принимать гиалуроновую кислоту, витамин D3, увеличить употребление творога, а также уменьшить употребление мясной пищи, практически снизить употребление мяса. А еще не голодать. Если вы голодаете, по моему мнению, одна из причин того, не моему мнению, на самом деле это тибетская медицина так говорит. В тибетской медицине сказано, что в случае, если желчь становится тягучей, и она застаивается и становится более твердой и черной, то у человека появляется заболевание суставов. То есть суставы начинают, застой вот этого пекина или вот этой желчи, в тибетской медицине об этом говорится. В случае, если это возникает, то это может привести к разрушению самого сустава, потому что там говорят, что именно жидкая желчь, попадая в организм, каким-то образом формирует коллаген, или вот этот смазывающий комплекс, который находится между суставами. Ну и я могу сказать, что в случае, если человек очень голодает или употребляет алкоголь, у него там атеросклероз, или наоборот, он очень сильно голодает и уменьшает количество употребления какой-либо пищи, это может спровоцировать появление вот такого заболевания, коксартроза. И, конечно, обращать внимание необходимо на весь спектр мной перечисленных проблем. Это и атеросклероз, и высокий холестерин, и заболевания поджелудочной железы, и заболевания желчного пузыря. Ну и простые такие способы, то, о чем я говорил в самом начале, это пить картофельный сок. Кстати, очень хорошее средство при гастроэнтериальном заболевании. То есть вот там кто-то говорил, гастроэнтериальным заболеванием болеем, у кого-то плохой запах изо рта. Вылечить можно за 2-3 недели. Каждый день утром натощак и вечером перед сном стопку натертого свежего картофеля. Почистили картофель, натерли, налили в стопку, выпили, водой запили. Делайте это утром и вечером. Плохой запах изо рта исчезнет через 1 неделю уже, а через там, 2 недели, потом на месяцев, наверное, 4-5 до возникновения нового обострения будет очень хорошее состояние, не будет вот такого ни запаха, ни отрыжки, ни вздутия. Кстати, при коксартрозе вот такой совет я тоже советую использовать. Используйте свежий картофельный сок.
Извините, не по теме, пожалуйста, ответьте. У меня квартира в Сочи, дар от мамы. Будет все в порядке с квартирой, когда можно поехать посмотреть. Я с Украины, живу в Европе 20 лет. А, Пока война не закончится, поехать нельзя. Передайте права кому-либо, пусть для вас эту квартиру продадут. Она вам останется, все в порядке, ничего не бойтесь. Люда Старунська. Андрій, сімейного вам затишку в сім'ї. Як позбавитись від прищів у 16-річної дитини, пропити ТФ, горечому мідьо, маточне молочко, вітаміни, дякувач, учениця школи Кайлас. Потрібно від прищів просто пивные дрожжи попить. У девочек это очень часто пивные дрожжи и препараты для щитовидной железы. Вот можно спирулина, пивные дрожжи, можно препараты йода. В нашей компании это йодикс. Давайте ей йодикс, давайте спирулину и давайте пивные дрожжи. Купите в аптеке пивные дрожжи, это уберет прыщи. Вообще, это очень частое явление, переизбыток у девочек прогестерона, у мальчиков тестостерона, дают быстрый рост прыщей. В этот момент и девочкам хорошо попринимать мой препарат «Женское здоровье», а мальчикам препарат «Трибулус». Девочкам «Женское здоровье», а мальчикам «Трибулус». Почему? Уменьшение, неуспевание формирования этих гормонов приводит к тому, что появляются прыщи. То есть нужно еще больше гормонов при таком образе жизни, а их не хватает. Тело растет, гормоны требуются, а гормонов не хватает. Поэтому усилить появление этих гормонов у девочек поможет препарат «Женское здоровье», а у мальчиков препарат «Трибулус». Андрей Андреевич, можно ли избавиться от килоидного рубца? Берется краб или рак, или берется вот этот панцирь. Этот панцирь не варится, высушивается в духовке, можно высушить, можно естественным способом. После чего перемалывается в порошок. Разводится с водой, чтобы кашка была, и делается аппликация на килоидный рубец. Вот считается, что вот такой панцирь, он способен растворять килоидный рубец и улучшать общее состояние. Не быстро. Посоветуйте, у меня 3 кисты на печени, в этом году уже и на почке. Можно ли это как-то вылечить или только хирургически? Появление липоматоза, то, что у вас происходит, всегда связано с высоким количеством холестерина. Давайте вернемся к началу данного вебинара. Я говорил, как устранять холестерин. Это ходьба, активное глубокое дыхание, особенно в вечернее время. Это длительный продолжительный сон. Это увеличенное употребление кислорода. То есть должен человек дышать так, чтобы было... Это более активный образ жизни. Я не говорю бегать, я говорю домой не заходить. То есть я не говорю бегайте. Очень часто человек начинает жить в нестандартных для него условиях. Животное, оно забегает домой только для того, чтобы переночевать. Человек выходит на улицу для того, чтобы купить еду. Но разница в этом колоссальная. Так человек постоянно хочет есть, потому что ему нужен дофамин. Он радуется от того, что он кушает. Это чуть ли не единственная радость. Это все приводит к ожирению, к появлению холестерина, атеросклероза. И это все в дальнейшем провоцирует появление полипоматоза, а также появление полипоматоза не то, появление жировиков. И для того, чтобы это все устранять, нужно знать, что не изменяя образ жизни, ни к чему вы не придете. То есть необходимо, если вы голодаете, то принимать горечи. Если у вас это появилось, вы хотите это лечить, то нужно активное дыхание, снижение холестерина, изменение питания. А то, о чем я говорил. У нас, кстати, есть хороший препарат, называется ЕМА. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Это снижает холестерин. Я о нем рассказывал 2 вебинара назад. Но активное дыхание это прямо на первое место необходимо ставить. Народный способ избавления от жировиков, от таких папиллом, от таких полипов, которые возникают на надпочечниках. Первое, что нужно сделать, никакого алкоголя. Второе, как можно меньше глюкозы. Третье, горечи начать принимать. Четвертое, пить вот этот картофельный сок, о котором я сегодня говорил, утром и вечером.
Пятое, выходить на улицу, дышать глубоко, стараться как можно больше времени проводить на улице. Если не получается, хотя бы на балконе, стоять, помните мой метод Тибет, тряси, сиди, беги, дыши. Не нужно это делать активно, можно медленно, не напрягай себя. Мы живем в периоде суток. Во время этих суток у человека должно быть такие перерывы на физическую активность. То есть человек может ходить между кухней и туалетом, спуститься, сходить в магазин, прогуляться с собакой и так далее. Вот этот период, когда вы можете заняться, может быть, какой-то физической активностью, подышать глубоко воздухом, побыть на улице, там, где есть много кислорода, вот это все, оно должно быть увеличено, его должно быть много. Этот период времени, он должен быть большим. Человеку необходимо низкое количество калорий, большое количество прогулки и очень много кислорода для того, чтобы он гулял, и никакого алкоголя. Тогда это все развиваться не будет. В иных случаях, какие бы препараты и таблетки вы не принимали, ну и если это есть и есть низкоуглеродная диета, то в этом случае обязательно какие-то горечи. То есть это либо полынь, либо мой препарат Амарум, либо горечи, которые вы в аптеке купите и так далее. Таким образом вы сможете устранить вот эти новообразования, которые у вас появляются и на печени, и на почках, и не придется их лечить хирургически. Вот так. Подскажите, пожалуйста, супруг, ну так сложно. А есть ли что-то, что можно просто попить? Мумию можно попить. Бракшун есть такой препарат, это квасцы. Вот такие квасцы можно попить. Как, по моему мнению, вот такой липоматоз и папилломатоз можно вылечить или можно постараться хотя бы прекратить дальнейший рост с применением препарата Бракшун. Как показала практика, такое может быть. Сегодня я могу прочитать вам статью попозже. Хотел статью о Бракшуне, уже нет времени, уже 7 часов. Вечер добрый, подскажите, пожалуйста, супругу 2 года после ЧМТ, в результате инсульт, левая сторона неактивная, парез, да? Подскажите, операция еще требуется пластины, сможет ли ходить сама? Сможет ходить сама. Есть народный такой метод, я понимаю, что вы из России, есть народный метод такой, берется 4 травы. Бессмертник, березовые почки, ромашка, зверобой, 4, да. Заваривается 1 столовая ложка этого порошка на стакан кипятка. Как заваривать нужно обязательно особым образом. Вылили горячую воду в стакан и сверху насыпали с горкой столовую ложку данного порошка и накрыли чем-либо, там блюдцем или бумажкой или там чем захотите. Когда эта трава заварится, то та, которая необходима, она упадет в стакан. А та, которая будет сверху плавать, ее необходимо собрать и выбросить. То есть ее выпивать не нужно. После чего очень медленно, чем медленнее, тем лучше, необходимо выпить эту водичку, которая там образовалась. Это очень эффективный способ реабилитации людей при заболеваниях перенесенного инсульта. Также это дает силы, имеет ярко выраженный омолаживающий геронтологический эффект. Общее такое великолепное средство и для улучшения иммунитета, и для общего тонуса называется тибетский сбор. Не зря наша компания называется «Тибетская формула». Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почти 10 лет врачи не могут поставить диагноз. Биохимия крови показывает креатинин 165, мочевая кислота 536, ого, мочевины 16,5. Давление тоже беспокоит. Подскажите, чем лечить? Необходимо активировать работу 3 органов. Первое, перейти на диету, в которой будет малое количество мясной пищи. Второе, начать принимать витамин Е. Третье, улучшить иммунитет путем приема бетулиновой кислоты. Итак, витамин Е, бетулиновая кислота, дальше препарат для поджелудочной панкресорб, бетулиновая кислота для печени и для почек, активация почек препаратом Instamax и Renox. Instamax и Renox. Это все говорит о том, что формируется
формируется почечная недостаточность. Из-за этого и появляется давление. Вот таким образом и нужно это все устранять. Можно ко всему добавить еще коэнзим Q10, потому что это может быть на фоне вирусного заболевания или сбоя работы клеточного, то есть в клетках что-то происходит. Также, как правило, это все возникает как раз на фоне каких-то заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом. Помните, я сегодня говорил, 1 грамм мумиё на стакан воды тоже вот такое пропейте. Картофельный сок 50 грамм утром и вечером вам тоже хорошо. 1 месяц это делайте, мочевая кислота уменьшится и мочевина уменьшится, вернее, мочевина увеличится, креатинин уменьшится. То есть заметно улучшится состояние. Здравствуйте, можно народным способом вылечить внутричерепное давление? Конечно, таких народных способов валом. Первый способ. У вас повышенное внутричерепное давление. Покупаете вьетнамскую звездочку и намазываете себе лоб. Второй способ. Когда у человека повышается внутричерепное давление, то ему необходимо сделать компресс из полотенца, смоченного в холодной воде. Берете полотенце, смакиваете в холодную воду и оборачиваете себе голову. Таким образом у вас не будет подниматься внутричерепное давление. Третий вариант. Смотрите, голова в холоде, а ноги в тепле, поэтому ноги хорошо опускать в горячую воду. А еще хорошо, в случае, если у вас часто поднимается внутричерепное давление, это говорит о том, что сосуды рук и ног забиты, скорее всего, холестерином на фоне адреналина. Обычно это возникает так. У человека невроз, и во время стресса выделился адреналин. Адреналин обычно, он разлетается по всему телу и закупоривается, или даже не закупоривается, а находится в самых тонких сосудах. Вот в самых тонких сосудах тут же появляется холестерин через несколько часов. Этот холестерин приводит к тому, что у человека появляется вот такое невротическое состояние, когда ему кажется, что у него холодные и руки, и ноги. На самом деле это начало, дебют, можно сказать, появления атеросклероза. И что необходимо делать человеку? Необходимо прогревание ступней и кистей. Каким образом делается прогревание? Ну вот самый простой способ, это на 1 литр теплой воды 1-2 столовые ложки скипидара. После чего в такой теплой воде греются руки-ноги, после чего очень хорошо смазать руки-ноги еще камфорным спиртом и одеть обычные хлопкобумажные носки. Кстати, в случае, если у вас ощущение, будто у вас замерзают руки и ноги, никогда не одевайте на руки и ноги шерстяные носки, просто на тело. Почему? Шерсть в тибетской медицине, говорят, что шерсть охлаждает. А если вы хотите нагреть, то нужно хлопковый носок одеть, а потом уже, или вискозный какой-нибудь, а потом уже шерстяной, тогда нагреет. А если напрямую шерстяной, то будет охлаждать. Именно поэтому заболевание поясницы, вот ишиас, считается заболеванием перегрева. Чего перегрева? Надпочечников и почек. И лечат в тибетской медицине путем накладывания шерстяной тряпки. Почему? Охлаждают это место, а не греют. А если греть, будет хуже. Поэтому если у вас люмбага, ишиас, то это место не грейте. Необходимо приложить к этому месту шерстяную тряпку. Она будет охлаждать. Андреевич, мой сын Константин в 08.11.205. 8.11.2005. Не хочет учиться. Этот год последний. Что мне делать? Скажите, пожалуйста, мы живем в Греции. Не нужно переживать. Это у него сейчас период тестостероновый, когда тестостерон заклинивает и мозги не работают. Он обычно у мужчин длительный, такой может длиться 3-4 года, пока не наестся. Что необходимо делать? В обязательном порядке препараты, которые будут его
восстанавливать. Если ему сейчас не давать препараты, которые будут увеличивать его тестостерон, то если ему не давать, то он очень быстро полысеет и посидеет. Таким образом состарится. Что необходимо ему давать? Необходимо давать трибулус, мускус и успокаивающий препарат. Успокаивающий это магний и пастовит. Магний и пастовит. Также витамин D3 необходимо, потому что обычно у них происходит истощение щитовидной железы, и на этом фоне развивается гипофункция щитовидной железы. Хорошо ему давать еще D3 и йод, или йод D3, или просто йодикс. Избавиться от заложенности носа, 20 лет мучаюсь, не помогает ни одно лекарство, кроме сосудосуживающего. В случае, если стабильно заложен нос, попробуйте мой способ, о котором я говорил. 1 грамм мумиё на 1 стакан теплой воды и закапываете этим раствором утром и вечером. Ну, приблизительно 1 месяц это делаете. Это совершенно безопасно. Никак не вредит слизистой оболочке. Также никогда не используйте спреи с ментолом. Они приводят к спазмированию и раздражению слизистой оболочки носоглотки. И третье. У меня есть препарат, он называется трангиновые капли, успокаивающие. Также при выборе препаратов используйте капли успокаивающего и антигистаминного действия. Успокаивающего и антигистаминного действия. Не используйте противовоспалительные. Мой препарат трангиновые капли. Мне 64 года, сейчас нахожусь в Польше, стою очередь на операцию по протезированию обоих колен. Подскажите, делать операцию? Обязательно. Обязательно будете еще ходить и танцевать и бегать, все будет хорошо, не бойтесь. Здрасте, какими народными способами можно раздробить камни в песок в почках? Сегодня уже эти способы говорил вам. Это самый простой способ – это каждый день на протяжении дня съедать 2-3 сантиметра золотого уса. Есть такое растение, золотой ус. Я, кстати, сделаю препарат, экстракт золотого уса. Это великолепное средство. У меня есть препарат, называется бевинтон. Это чай, в нем находится кошачья мята и цветы опунции. И они между собой смешаны в определенной пропорции. И в случае, если человек пьет такой чай, то такой чай растворяет камни в почках. Чем растворяются камни в почках? Камни в почках растворяются, если человек ест много вареной фасоли. Берете 1 килограмм меда, 200 грамм оливкового масла, 4 лимона, перемешиваете это все, и после этого 1 столовая ложка 3 раза в день на протяжении 1-2 месяцев плавно выходят. Дальше камни в почках, это обычно считается, что камни в почках это то, что перегревает, и нужно что-то, что остужает. В тибетской медицине остужает масло обычно топленое. Берете зеленый чай, добавляете в него топленое масло сливочное, и такой зеленый чай даже с небольшим количеством соли принимаете утром и вечером. Что останавливает работу почек? Обычно считается, что останавливает работу почек недостаточность мужских половых гормонов. Ладно, сейчас я посмотрю, есть звук или нет. Почек. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Болею сахарным диабетом. По вашему совету заказала бетулиновую кислоту эмбрио на 3 месяца. Препараты идут долго 2 месяца. Скажите, примерно пить, чтобы дозаказать. Я не знаю, в каком объеме вы их приобрели. Обычно необходимо 2 месяца принимать. Вот вам 2 месяца их придется пить для того, чтобы четко увидеть воздействие на себя данных препаратов. Здравствуйте, мой ребенок сильно боится животных, кошек и собак. Как можно вылечить? Есть народный способ, это когда ребенок не видит, набрать в воду
в рот или в руку, и когда он посмотрит, брызнуть ему в лицо внезапно, чтобы он испугался. Потом взять его правую руку, плюнуть туда, размазать рукой, и чтобы он помыл руку. Вот народный способ. Дальше в баню сходить. Берется ребенок, и в бане берется веник, но не нужно там сильно парить ребенка. Этим веником нужно его бить и говорить: выгоняю из тебя страхи к собакам и кошкам. А ну пошли. И вот так вот бьете ребенка таким веником. После того, когда ребенка попарили таким веником, веник должен высохнуть, и на следующий день его сжечь нужно. И прям ребенку сказать: сжигаю веник, сжигаю вот эти вот проблемы. Хороший такой вот есть рецепт. Наталья Ланченко: какие препараты принимать при диагнозах? Цереброваскулярная болезнь, вертобазилярная болезнь, НЦД по гипотоническому типу, вегетоактинический синдром, возможно ли помочь? А дальше будет рассеянный склероз. Здесь прямо говорится о том, что она специально худеет, и у нее низкий холестерин. Вот в ее случае это прямо, вот здесь видно, что у нее прямо низкий холестерин, может быть у нее гиперфункция щитовидной железы. Что необходимо ей делать? Первое, принимать 2 препарата для печени. Это препарат Гепакс и препарат Бетулин. Дальше для иммунитета бетулиновая кислота. Дальше витамин каждый день 1 чайная ложка сливочного масла 2 раза в день не станет. Дальше Инстамакс, Паставит. Инстамакс, Паставит. И можно еще и Панкрисорб. Татьяна Чирочкина: перед войной вы назначили мне препараты от диабета 2 типа, но так и не получилось их тогда приобрести. В назначении было глюконорм, жирстресс, гликоцитрохромин, каолин. Посоветуйте, на сегодняшний день необходимо что-то добавить или убрать и оставить так, как есть. Хочу пройти курс лечения. Знаете что, принимайте глюконорм, вот тот препарат, о котором я говорил, жирстресс и гликоцитрохромин и каолин. Можете все 4 принимать, если есть возможность. Глюконорм 2 таблетки 3 раза в день, жирстресс 2 таблетки 2 раза в день, гликоцитрохромин 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, каолин 1 чайная ложка на литр воды выпивать или 2 литра выпивать на протяжении дня, все 2 литра. Очень похудеете, заметно улучшится общее состояние. Андрей Андреевич: как можно устранить боль под мышкой? Уже все обследования прошла и ничего не нашли. Пью СТФ, лимфонорм. Нет, надо не лимфонорм, а мастопатин. Так как это у вас развивается мастопатия на фоне месячных. Перед месячными боль появляется, это всегда боль перед месячными, может появляться и в груди. На фоне развивающейся мастопатии. Для того, чтобы этого не происходило, пропейте препарат мастопатин. Ну что ж, будем заканчивать наш вебинар. Во время облачности и дождя болит голова. Можно ли как-то избавиться? Можно как-то избавиться в случае, если у вас очень сильно болит голова во время дождя. Можно надавливать на точки. Какие-то точки? Это под плечом находится углубление с левой стороны и с правой стороны центра руки. Если болит позвоночник, точки, которые находятся между 2 кистями, 2 косточками. С одной стороны, с другой стороны. Если очень сильно, если закрыт желчный пузырь, можно его как-то активировать? Можно нажать на точку, находящуюся на правой руке, вот в этом месте. Сильно нажать. Болит поджелудочная железа. Нажать на предплечье. В самом больном,
самую больную точку найти и нажать на нее. Болит желудок, с левой стороны найти и нажать. Здравствуйте, у маминой сестры сильнейшее головокружение. Вышла на работу, упала, поползла до остановки, иначе падала. Память сильно ухудшилась. Что с ней? Как помочь? Это может быть стеноз сосудов, это может быть Альцгеймера, это может быть Паркинсона, это может быть гипертоническая болезнь или гипертонический криз. Это может быть вестибулярные какие-либо проблемы. В случае, если это нужно одновременно и кардиолог, и невролог. Вам нужен и кардиолог, и невролог. Вот так поставить диагноз просто по описанию, голова закружилась и упала, ну, невозможно. Это может быть опухоль гипофиза, ну и очень часто так бывает, что люди теряют сознание, и потом ну, очень много всего можно найти. Это может быть неврологическое заболевание, сердечно-сосудистое заболевание, а может быть даже онкологическое заболевание или доброкачественное что-либо. Ну, хрен редкий не слаще. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Диагноз аденоиды удалять или миндалины может чем-то помочь? Сегодня уже рассказал. Берете 1 грамм мумиона, 1 стакан кипятка, теплой воды, растворили. Полоскаете этим, глотаете. После этого закапываете нос. Делаете это 3-4 раза в день. Через 2 недели, 3 недели вот такой диагноз вам снимут. Проверено. Только мумиё должно быть натуральным, хорошего качества. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, какая скорая помощь при приступе бронхиальной астмы у ребенка 16 лет? Первое, руки вверх. Сразу же поднимать при бронхиальной астме руки вверх. Второе, обязательно свежий воздух. Третье, активность легких обычно это большой палец правой и левой ноги. То есть вот этот палец, большие пальцы на руках и большие пальцы на ногах. Их активно нужно массажировать. Там находятся точки активации легких. Центр также можно делать больно, потому что выделяется адреналин. Адреналин помогает легким начать вновь правильно, ну, создает процесс релаксации. Но обязательно руки вверх при таком заболевании. Обязательно руки вверх. Небольшое количество кислой воды нужно давать. Там, получается, сладкое сжимает, кислое разжимает. Все правильно, кислой воды. Был месяц, температура 37, был ковид и фронхит, анализы в норме, сейчас опять температура. Она называется субферильная. Обычно у женщин после перенесенного ковида или фронхита происходит воспаление яичников, а также происходит воспаление надпочечников. И это может быть воспалительный процесс. Ну, а у вас еще и фронхит был. Что необходимо делать? У нас есть препарат эмбрионазин. Это спрей для носа. Вот его используйте. Нет возможности приобретать в Украине препараты, нет возможности вообще их приобретать. Можно использовать вот мумиё, как я сказал, растворить, закапывать нос, тогда это уберет. Также необходимо очень повысить иммунитет. Это 2 препарата, 3 препарата. Это первый лизоцим обновленный, второй препарат это эмбрио. Второй препарат Инстамакс. И третий препарат это бетулиновая кислота. Итак, Инстамакс, бетулиновая кислота и Инстамакс, бетулиновая кислота и что там говорилось. Андрей Андреевич, здрасте. Очень сильно выпадают волосы. Что делать? Если очень сильно выпадают волосы, необходимо знать. Это, как правило, происходит на фоне очень высокого выделения адреналина. Если у вас выделяется адреналин, то выделяется
женские гормоны, эстрадиол, прогестерон. Как правило, прогестерон в очень агрессивной, активной форме. Мега-агрессивное выделение эстрадиола и прогестерона может купироваться тестостероном. Тогда что необходимо делать? Необходимо попринимать препараты, которые могут активировать тестостерон. Это если эстрадиол и прогестерон, то появляется калий в волосах. И калий антагонист кальция. И выталкивает, фолликула не может сформироваться, потому что высокое количество, а наоборот, должен быть калий для того, чтобы начали расти фолликулы, а там появляется кальций. Все правильно, потому что кальций это мужские и женские гормоны, а калий это то, за счет чего должны появляться волосы. Что нужно делать? Голову необходимо смазывать препаратами с калием. Какие это препараты? Это ампулы для волос, который называется трихопотенциалиум, или же препарат, который называется у нас мускус, вот им можно смазывать. Также и мужчинам, и женщинам хорошо в это время принимать мускус, 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Женщинам принимать препарат Трибулус, 2 таблетки 3 раза в день, и успокаивающий препарат Паставит или Сирантал. Что принимать из ТФ, чтобы уменьшить рост седых волос? У меня уменьшились седые волосы процентов на 85, я их не красил. И я считаю, что это благодаря применению препарата Панкрисорб и Тантал. 2 таблетки того и того 2 раза в день, уже через 1-2 месяца вы заметите яркий, очень видимый результат применения препарата. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли применять добавку хром и инулин при чуть пониженном инсулине и чуть повышенном сахаре? Можно, да. Есть полип матки. Как лечить нерожало? Полип матки можно вылечить, если ставить вагинально маленький кусочек мумию. Не бойтесь. Также в моей компании есть такая мазь, она называется Endometrix. Вот можно эту мазь ставить тоже. Мумиё ставят так. 2 недели ставите, неделю отдыхаете. 2 недели ставите, неделю отдыхаете. Если ставите мумиё, берете прям кусочек мумиё 1 грамм в бинтик и как можно глубже ставить вагинально. После чего утром вынимаете, можно утром проспринцеваться, 1 стакан воды по 2 капли ароматических масел. Аниса, жасмина, чайного дерева, можно нероли еще. Аниса, жасмина, чайного дерева и нероли. Ну, а можно без ароматических масел, просто проспринцеваться. Ирина Зверева. Такой ум, как вы, берегите себя. Спрячьтесь в время тяжелое, всех загребают. Вы нам нужны. У меня 5 детей. Меня никто не заберет. Если меня заберут, я имею медицинское образование, поэтому я буду работать как полевой врач там или еще как кто-то. И могу быть полезен как человек, имеющий такую специальность. Андрей Андреевич, а медицинская желчь может убрать экзостоз? Я думаю, да. Нужно все пробовать. Как лечить кардионевроз? Отдает в левую руку, какие точки можно нажимать? Нет, кардионевроз точками не поможет. Кардионевроз не точками нужно, этими продуктами пчеловодства. То есть все, что производят пчелы, этим надо лечиться. То есть это и цветочная пыльца, и перга, и мед, и подмор, если есть еще и пчелиная моль, и прополис, там, настойка, экстракт и так далее. Вот все это, всем этим, можно маточное молочко, трутневое молочко, этим всем можно устранить кардионевроз. Великолепно. Также кардионевроз в книге пропедевтика заболеваний объясняется как недостаточность определенных аминокислот. Это аргинин,
карнитин и так далее. Я эти аминокислоты собрал в препарате, который называется амин. И вот как раз данный препарат, и второе, это препарат Апимокс. Апимокс, это два этих препарата, амин и Апимокс, я рекомендую при кардионеврозе. Прям очень хорошие результаты. Прям очень-очень хорошие результаты. У меня тоже возникает периодически кардионевроз. Сейчас нет, я похудел и хожу в спортзал. Больше дышу и стараюсь не принимать алкоголь, не ем очень жирную пищу, не стараюсь не есть уже после 12. Но после 12 хочется кушать. Что я делаю? Если очень хочется кушать, я иду и беру маленький кусочек хлеба, смазываю его каким-либо йогуртом, перчу, солю, а там на какой-то другой кусочек добавляю специи, там, гвоздики или еще чего-то. Ну и вот это все маленькие-маленькие кусочки съедаю. Есть другой вариант еще. Это там 3 вида орешков, допустим, орешки с запахом там бекона, орешки с запахом там грибов и там еще какой-то с запахом. То есть даже специфические, химические, не очень полезные, там 3 чипсины или 3 орешка или еще, это все помогает. Почему? Потому что в это время хочется не есть, а хочется дофамина или адреналина. Но адреналина нет, а дофамин не всегда доступен. И я вот тоже принимаю и Апимокс, и Амин принимал. И у меня устранило кардионевроз. Кардионевроз такое не сильно приятное заболевание. Сильно похудела, потом увезли в реанимацию. Стало хуже. Запросто, да, может быть. Доброго вечора, як позбавитись на бажане волосся на обличчі та підборідді. Сейчас есть лазерная эпиляция. Это самый простой способ. Найдите такую компанию, которая предлагает лазерную эпиляцию, и проведите вот такую лазерную эпиляцию. И больше не будет расти. Из народных способов берется виноград, кислый обычно, тот, который еще только-только появился весной. Он собирается, из него делается сок, и этим соком натирают места, где на подбородке и на лице появляются вот такие з'являються ось таке волосся на обличчі та підборідді. Как укрепить кости при остеопорозе. У нас есть разработанный препарат мной, он называется «Міцні кістки». По 2 таблетки 3 раза в день. Также всегда помните о коллагене. Если у вас проблемы с костями, значит есть проблемы с щитовидной железой. Есть дополнительно используйте йод, тогда кости будут и тверже, и лучше. Также используйте препараты кальция, это естественно, это может быть цитрат кальция, йодикс 200, у нас такой есть препарат, цитрат кальция 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день, йодикс 1 таблетка, можно 1 раз в день, и уменьшение кислотности желудка, это можно, я сегодня советовал сок из сырого картофеля, 50 грамм утром, 50 грамм вечером. Это совершенно безопасно вообще. Могу сказать, что это какое-то чудо. Вот 1 стакан растворенного мумиё, 1 грамм на 1 стакан, выпивается 1 раз утром, после чего выпивается 50 граммов, там, четверть стакана вот такого сока из картофеля. И с мумиё пьется 1 месяц, картофельный сок пьется, 1,5 месяца. И после этого такие тяжелые заболевания, как заболевание гастрит, заболевание желудка, которые можно лечить годами, десятилетиями, галитозы и так далее. Вот этими препаратами или вот таким простым способом можно вылечить. Где взять мумиё? У меня можно приобретать мумиё, у нас натуральное, мы его дополнительно очищаем, как и прополис тоже дополнительно очищаем. Мумиё у нас киргизское, мы его из Киргизии заказывали еще до войны, слава богу, что заказали, там его много, 100 килограмм, можно приобретать у нас, если есть возможность, у вас есть возможность приобретать проверенное у себя там в Казахстане, в Киргизии, где вы живете, то не обязательно покупать у меня. Скажите, пожалуйста, как успокоить нервы, если магний не могу принимать?
Боли в животе и расстройство желудка. Да, да, может быть. Перевод капсулы согласен. Есть очень хороший препарат, называется Адаптол. Он продается в аптеке. Одна таблетка 2 раза в день, это вас успокоит. В случае, если депрессия там, и там затяжная депрессия, то, возможно, есть смысл обратиться к врачу-психиатру. Не стоит бояться врачей. Это точно такое же заболевание, как все остальные. И депрессия, и компульсия, и биполярный психоз, и обсессии, и шизофрения. Это все заболевание психиатрическое. Сейчас не садят людей, не вносят их в реестр. Сейчас не нужно там обязательное лечение и так далее. То есть сейчас можно обратиться к психиатру. Есть ряд психиатрических платных консультантов, которые могут и выписать вам рецепт, и правильно провести лечение, посмотреть, есть ли у вас бессонница, есть ли у вас биполярный розлад, или есть ли у вас там компульсивное состояние, или обсессивное, или у вас там на фоне там, я не знаю, там делирия или шизофрении, или там эписиндрома и так далее. И назначить правильные препараты. Там нейролептики или антидепрессанты или седативные препараты, либо еще что-то. Это все сейчас очень легко лечится и прямо очень-очень несложно помогать людям такими препаратами. Там флуоксетин на ночь, квитерон или сироквель, более современный препарат, там чуть-чуть больше дозировки. Есть там не селективно. Лечится ли аутизм частный? У малыша 2,5 был абсолютно здоровый. Смотрите, когда ребенок абсолютно здоровый был, а потом с ним что-то случилось, то, как правило, нужно поставить тире и сказать, это было связано и дальше с чем. И здесь обычно принцип только один. Если не было стрессов, если не было падения, если не было удара, если не было там, то был, значит, вирус, энтеровирус, или вирус гриппа, или еще что-то. И организм, его иммунитет не справился. И произошло воспаление, а где-то находится еще и видимо, очаг какой-то. И тогда что нужно сделать? Ответ один – увеличить иммунитет. Именно поэтому я часто говорю, что в случае, если с чего необходимо начинать, если у ребенка есть аутизм в 2,5 года, то необходимо давать препарат гепокса для того, чтобы воздействовать на печень, 1 чайная ложка на стакан воды, там полстакана утром, полвечера. Принимать спрей назальный окситоцин, это очень улучшает, окситоцин является вазодилататором, и в случае, если это пришлось, в случае, если произошел спазм сосудов, то простимулирует сосуды и уберет спазм, как бы, чтобы начала формироваться мнемоническая система. Препарат для мемантики концентрации, это мнемонорм по 1 таблетке 2 раза в день. И на первое место это препарат для увеличения иммунитета, это препарат бетулиновая кислота. 1 таблетка 1 раз в день. Вот можно даже начинать именно с препарата бетулиновая кислота. Какие анализы необходимо делать? Необходимо сделать анализы на наличие аммиака в крови. И определить, если аммиак есть в крови, определить, нет ли у вас эпилепсии. Это исследование энцефалограмма. И второе, если есть эпилепсия, принимать препараты, которые будут купировать эпилептивные расстройства. И второе, если есть аммиак, то проверить на усвоение аргинина или каких-либо аминокислот, которые не усваиваются. И вот после чего уже начать принимать. То есть изменить диету, начать принимать соответствующие препараты и так далее. Одним словом, такой вот производить комплексный подход. Когда-то я уже проводил вебинар, специально к нему готовился, он назывался «Аутизм» или «Лечение аутизма». Называется «Аммиачное
теория аутизма. Она есть на моем другом YouTube-канале, который называется «Тибетская формула. Целительные, по-моему, рецепты». Уважаемые друзья, вас на сегодняшний день здесь, сейчас 1000 человек. Вы хотите меня отблагодарить за то, что я для вас провел такой вебинар. Если вы хотите отблагодарить, поставьте прямо сейчас лайки. Вам ничего не стоит это сделать. Можете поставить лайк, а можете дизлайк. И одно и второе поднимет этот канал и в дальнейшем сделает данное видео релевантным, и кому-то еще захочется послушать то, что я говорю. Дякую за ответ. А соник стоит при успокоении нервов? Да. Моей дочери прыщи на спине очень чешется. Чем можно помочь? В случае, если прыщи чешутся, то может помочь серная мазь, серортутная мазь. Также прыщи на спине, это может быть следствием аллергии. Просто спирулину можно подавать ребенку, чтобы попила спирулину. Это могут быть еще и фурункулезы, их можно там пивными дрожжами просто подавать. Можно серу дать. Там на кончике ножа серы давать. Там 1 раз в день на протяжении 30 дней. Появился запах старости от тела. Причины найти, я так понял, вы не можете. Помогите советом, как избавиться. Когда появляется запах старости от тела, это всегда проблемы легких. Это вот то, о чем я говорил. Ощущение запаха леса, грибов, плесени и сырости. Это не старостью пахнет, это заболеваниями легких пахнет. Для того, чтобы это может формируется там легочная недостаточность или еще что-то. Какие препараты? В моей компании препарат называется Демилон и Туберсол. Принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Также еще хорошо людям с больными легкими или с начинающим таким запахом дополнительно увеличить прием вещества, минерала, который называется селен. Тромботик, тромбоцитопеник, пурпура, да, есть такое. Есть лечение нетрадиционного, нет. Тромботик, тромбоцитопения пурпура очень часто может являться элементом, предшествующим какому-то иммунному процессу, тяжелому иммунному процессу. Только препаратами, которые максимально могут повышать иммунитет. Из моих препаратов это 4. Это Демилон, это бетулиновая кислота, Инстамакс и Эмбрио Плюс. То есть это максимально повышающие иммунитет препараты. Вот этими препаратами необходимо. Народное нет. Нетрадиционное нет. Слишком сложное заболевание. Ирина Белстоцкая. Здравствуйте, Андрей Андреевич, прошу помогите. С удовольствием. Борюсь с высоким давлением, до 200 бывает и выше, уже 2-й год. Что делать в моем случае? Медики сделали много обследований, ничего не находят. Поможет обычный массаж. Найдите массажиста, и пусть он вам ежедневно на протяжении 21-20, ну можно 30 дней ежедневно делает массаж. Во время массажа максимально расслабляйтесь. Пусть он найдет все элементы напряжения, которые есть у вас в шейном отделе. Пусть не торопится, делает массаж с каждым разом все глубже и глубже, а вы стараетесь все сильнее и сильнее расслабляться. Также начните принимать обязательно что-то кислое. Пусть это будет уксус, лимонный сок, все что угодно, винный уксус, там, какой угодно. У меня есть препарат, называется Нефромакс. Он состоит из 4 кислот. Вот его можно принимать. Также подойдет коэнзим Q10 и препарат Тонизон. Но без массажа ничего не получится. Промассажируйте, и давление снизится и больше подниматься не будет. Я желаю всем, вообще считаю, что массаж один из тех как раз вариантов, которые помогают человеку оставаться здоровым или быть здоровым. При гипертонии мы очень часто начинаем лечить сердце, принимаем большое количество препаратов, лечим почки. Да, это может иметь разную симптоматику и так далее. Но я заметил, что один из самых лучших результатов дает, как ни странно, ежедневный массаж, но в
ходе которого человек, которого массажируют, старается максимально расслабленно себя чувствовать. То есть с каждым разом все сильнее и сильнее расслабляется. С каждым разом под руками массажиста он сильнее и сильнее старается расслабить свою мускулатуру. Таким образом, вот такой массаж поможет, особенно воротниково-шейной зоны, поможет вам избавиться в дальнейшем от гипертонического заболевания сердца. Да, это работает, вы будете удивлены, пожалуйста, пользуйтесь. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. После окончания данного вебинара я обязательно оставлю ссылку на свой сайт. И вы сможете прямо сегодня перейти на мой сайт и там задать вопросы, которые не успел я озвучить операторам, которые сегодня находятся и ждут ваших вопросов. Каждый из наших операторов специально подготовленный человек, имеющий медицинское образование, и сможет вам дать грамотную, полезную и нужную консультацию, которая поможет вам правильно подобрать препараты или дать вам хороший совет, к какому врачу обратиться или куда вам идти. Я желаю вам всем здоровья, пусть не будет боли, пусть все люди будут здоровы. Ну что ж, если нужно, если вам нравятся такие вебинары, то оставьте свой комментарий после окончания данного вебинара, что вы бы хотели, чтобы я проводил такой вебинар не один раз в неделю, а чаще. Я тогда могу проводить данные вебинары не один раз в неделю, а два, допустим. И вы сможете более активно и часто общаться со мной. А я буду стараться в дальнейшем отвечать на ваши вопросы. Еще раз до свидания. Всем спасибо.